Представители знака зодиака Водолей. Здравствуйте, мои дорогие Водолеи. Второй расклад. Знаки судьбы. События до конца апреля. Как меняется ваша реальность? Как меняются, возможно, ваши планы? Давайте узнаем, что скоро будет, что скоро случится или произойдет, и с чем это будет связано в ближайшее время. Узнаем с вами знаки судьбы, иными словами, куда вас заведет судьба. Что вам важно знать или нужно услышать прямо сейчас, через подсказки карт. И первую карту в отношении того, что будет, мы с вами достанем и назовем ее. Что вы вычеркнули из жизни, возможно, а оно к вам возвращается. То есть все равно какая-то прошлая история. Середина месяца и вот до конца. С чем вы будете разбираться или прояснять, может быть, какую-то тему, тот или иной вопрос. Вторая карта, в чем вы поставили, как вам казалось, тоже точку, а оказалась запятая, по факту, или многоточие. Третья карта, что прояснится. Ага, две карты у меня тут. Ну ладно, что выпало, то выпало, оставим. Так вот, что же прояснится? Или какая-то правда откроется. Знаки судьбы. Мы достанем с вами три карты. Первая карта у нас будет именно знаки обозначать. Вторая тоже как знаки судьбы, но что вам хотят сказать высшие силы. И третья карта, к чему все идет? Опять же, знак судьбы. С чем это связано, как это соединить? В чем же вы поставили точку? В каких-то вопросах по работе, может быть, по личному творчеству. Что-то вы тут передумывали, обдумывали в предыдущий период. И, скорее всего, уже какие-то приоритеты расставили. И вот теперь то, что вы поставили на второе место, может, наоборот, выйти на первое. Вы именно какие-то приоритеты по части заработков или, возможно, откуда к вам приходят деньги, как вторичный источник дохода, пассивный доход, ну, самые разные направления. Но эта карта одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, на самореализацию, мои дорогие, и как следствие эквивалент финансовый. Поэтому деньги, кстати, некоторые, которые, может быть, и так, это как ваш гонорар. Это то, что вы заработали, но не получили в силу разных причин. Может быть, системы финансовые не сработали, или обещал работодатель заплатить, потом сделал вид, что забыл, наверное, вспомнит. Ну, по крайней мере, деньги вы получите. Вот я вижу, одна из лучших карт говорит и то, что деньги к нам доходят тоже, поэтому деньги вас будут радовать. Но есть еще и те позиции, все же это карта профессионала, и значит, в какой-то области вы профессионал. И вот знаете, мои дорогие Водолеи, что же тут возвращается? Вот как будто карта вам хочет сказать, что ты, Водолей, должен заниматься тем делом, которое тебе нравится, которое будет тебе не в нагрузку, может быть, 1000 раз переделать или какие-то детали видоизменить. Но ты не как каторгу это воспринимаешь, а именно любимое дело. И тебе это интересно, тебе проект этот захватывает. Вот там же тебя ждут где-то и деньги, когда вы занимаетесь конкретно любимым делом. И, может быть, прежде вы расставили так приоритеты, что, ну, была какая-то тема, она, или вам так показалось, она первостепенной важности. И вы несколько поменяли свои намерения, цели, потому что казалось, что сначала на первом месте должно стоять что-то другое. И я так вижу, что нет. Тут скорее какая-то ваша из области самодостаточности, ваших достижений или честолюбивых планов. Так вот, какая-то тема просто должна выйти на первый план. И это будет вам приносить как в последующем и деньги, так и конкретно какие-то новые навыки. Может быть, стажировка, может быть, дополнительно вы какие-то курсы проходите, но это не совсем то, что с нуля, а в чем вы уже какой-то уровень профессионализма имеете, или то, что вы уже попробовали, или, может быть, начали уже какое-то свое личное дело, может быть, даже как онлайн что-то, да. Первые шаги вы сделали, и теперь вы уже точно видите, каких знаний не хватает. И вот здесь это дополняется и складывается в какой-то шикарный узор. В чем же вы поставили точку, а оказалось многоточие. Вот какие-то приоритеты у вас меняются. Вот то, что вы поставили на первый план, то тут, скорее всего, вы поставите на второй. И наоборот. В чем-то вы поставили точку, да, оказалось многоточие. Я уже говорила по первой карте, просто вторая подтверждает. Была какая-то зависшая ситуация. Или, может быть, в определенный жизненный этап был как тупик.
По аркану повешенного у нас всегда как Т-образный перекресток. Словно ехали, доехали, да, уперлись в стену. И назад мы не хотим возвращаться, это понятно. А вот и прямо-то тоже не пойдешь. Либо направо, либо налево. Вот какой-то выбор вам нужно делать. И, возможно, от этого выбора вы как раз ушли. И думали, я поставил точку или поставила. А вот теперь тут что-то возвращается. Причем это вам может даже вернуться какое-то дело по части заработков, вашего творчества, денежной какой-то ситуации и история взаимоотношений. До 13 апреля Венера у нас в ретро-движении. Теоретически люди могут вернуться или какие-то наши задумки, планы активизироваться с новой силой. Я это тоже допускаю. И то, что было в паузе, теперь наоборот, примет свое развитие. Или вы сделаете какой-то очень важный выбор. Причем не захочется пустого ожидания. Вы можете тут передумать что-то и по части отношений. Если вас кто-то кормил завтраками, ну так, условно говоря, вы теперь скажете, а сколько же, доколе я буду ждать? Ничего не дождусь, потеряю время, пустые надежды. Ну, наверное, как есть такие замечательные слова и сложные достаточно слова у Анны Ахматовой. После отчаяния наступает покой, а от надежды сходят с ума. Так вот, не хочется вот этих пустых надежд или напрасного ожидания, потери времени, или вот этого тупика, вот этого Т-образного перекрестка. Уперлись в стену, и что? И ничего. Мы можем стучать в эту стену, надеясь, что нам откроется дверь, но рано или поздно приходит понимание, да елки-палки, это же все-таки стена. Не нарисуй себе иллюзий. Вот здесь выход из иллюзий, из двойственных отношений, из несбывшихся ожиданий в отношении конкретных людей. Вот такой момент, когда вы могли именно в чем-то быть уверены, мои дорогие. А здесь вы понимаете, да нет. Вот в этом уверенном, ну, как бы в подвешенном состоянии уверенности нет. Уже голова кружится от каких-то напрасных ожиданий или от пустых обещаний. И здесь вы в чем-то можете поставить точку или пойти направо или налево, но уже точно не пытаться словно преодолеть эту стену. Уже неинтересно, уже не радует, уже где-то и усталость. Давайте посмотрим, какая правда откроется или что прояснится. По части заработков прояснится и по части тех людей, которые готовы с вами конкретно продолжать сотрудничество по работе, по личной жизни. Король воздуха – это те люди, могут быть, которые готовы с вами подписать что-то либо на бумаге, либо оформить документ. Будь то это личные отношения, да, и не просто на уровне обещаний, а конкретно юридически оформить отношения. Кто-то может быть готов, а кто-то и нет. Или по части работодателя. Обещания были, да, дальше этих обещаний дело не пошло. И теперь, возможно, кто-то будет искать работу новую, а кто-то отдаст предпочтение своему проекту, своему творчеству, личному делу, может быть и бизнесу, будет развивать себя сам и свое личное, ну, как свой личный интерес или иными словами дело. И в этом будет тоже прогресс. Кто-то может отправиться по другим вопросам, все же по королю, точнее, извините, воздух у нас проходят высокие инстанции, чиновники, люди в погонах проходят, увы, тоже. Или люди в форме, это могут быть и врачи. То есть, ну вот нужно что-то вам прояснить или узнать о самом себе что-то более объективное и конкретно. Или, если оформить какое-то дело на бумаге, то сделать это с позиции закона. Или, когда вы это пропишете буквально в документе и успокоитесь, и вы будете понимать, что вас закон защищает. Вот это все идет по королю воздуха. И даже если это у нас, допустим, врачи, не сидеть и не ждать, когда само пройдет. Мне часто пишут, вот, ничего не сказала о здоровье. Я никогда не скажу. Все то, что касается, мои дорогие, надеюсь на правильное понимание, должно решаться сугубо в кабинете врача. Вся моя долгая лечебная практика, ну, это просто, вы знаете, шарлатанство какое-то, когда дают с картами Таро советы по здоровью. Я абсолютно в этом убеждена. Только объективно врач при вашем контакте может оценить ваше здоровье, назначить дополнительные какие-то методы исследования. Это для того, чтобы в конечном итоге видеть объективно ваше состояние здоровья. Согласитесь, ничего общего ни с какими раскладами Таро это не имеет. Поэтому тоже настало время о себе знать что-то конкретно. Не думать, что
ну вот время пройдет, и, может быть, там меня это перестанет беспокоить. Или не надеяться на авось. Сколько запущенных случаев, это уже я так попутно говорю, именно потому что либо верят люди в какие-то, ну, я не знаю, методы, которые, ну, вообще несерьезны в наше современное время, или когда просто ожидают, а вдруг, ну, каким-то образом это мне показалось, и болезнь исчезнет сама. Упускают время, поэтому не упускайте время конкретно. Но это я так уже попутно. Но все остальные вопросы, которые касаются рационализма, объективизма, экспертности, мои дорогие, это все по королю мечей. Более рациональными быть. Ну и кроме всего прочего, эта карта еще и статусная, которая может говорить о том, что вы можете сменить статус, вы можете подняться по социальной лестнице. И это все же ваша карта, и неважно, кто меня смотрит, мужчины или девочки, девушки, женщины. Это ваши энергии, мои дорогие, когда именно оттолкнуться от того, чего же вы хотите. И в этом где-то рядом девятка земли. Это и есть карта самодостаточности, изобилие, процветания, возможностей нового качества жизни, оттолкнуться от своих собственных желаний, может быть, от своей мечты, не от чужой мечты, которая нас приводит вот к такому аркану или Т-образному перекрестку, которая основана на обещаниях или «ну, мы вместе помечтали, было так хорошо», ну и все, дальше поезд не идет. Это уже конечная станция. Поэтому надо вернуться в реальность, вот, мои дорогие. И король воздуха, как самый главный, наверное, эксперт во всей колоде Таро, нас возвращает в нашу объективную реальность. Вот больше объективной реальности дает вам больше конкретных возможностей. Причем те, которые осязаемы. Да, они где-то граничат с финансами, но деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Где-то девятка земли нам будет говорить о дисциплине, кстати, и том, что вы должны, словно последний камень в фундаменте благополучия или что-то до конца апреля, основополагающее, такое уверенное, от чего вы в последующем сможете оттолкнуться, может быть, какие-то первые шаги по направлению к самому себе. Что же для вас знаки судьбы? Ну вот если по части денег, то правда, деньги вы получаете. Десятка воды – это в целом карта радости, опять же, изобилие возможностей. Это карта где-то еще и удачи, и доброго стечения обстоятельств, когда у вас именно теперь, в апреле, доброе время, добрая энергия. Это карта мира, это карта спокойствия еще, душевного баланса, равновесия, взаимопонимания с близкими людьми, с вашим любимым человеком, или любимой женщиной, девушкой, неважно, да, перекладывайте, все-таки не по полу мы карту рассматриваем. Поэтому вот как знак судьбы тебе, Водолей, дается такое время благоприятное, чтобы привести в баланс какие-то основополагающие мотивы, которые ты будешь продолжать на будущее. Тут ведь уже с первой карты про будущее нам говорят. Восьмерка земли. Это карта профессионала, я говорила. Это уже есть какая-то база, но этому нужно обязательно уделить внимание. Это как приумножать надо, преувеличивать, развивать и не останавливаться. И не участвовать в чужих проектах, которые вам потом ничего не приносят. Как подсказка высших сил. Что вам хотят сказать высшие силы? Король огня – это карта лидера. Будьте вы лидером. Здесь и вы можете столкнуться с теми лидерами, кстати, вверху аркан повешенного, которые вас могли... ну, какой-то, знаете, такими обещаниями или какой-то красивой картиной будущего, пафосно, увлечь в какой-то проект, наговорить вам там 100 бочек арестантов, будем говорить, да, как у классика. И вы поверили, вы на что-то согласились, а в конечном итоге это тупик. Поэтому король огня, он хоть и лидер или духовный вдохновитель, идейный вдохновитель, но это чаще те люди, которые именно идея или страстное желание чего-то осуществить, может быть и ваше собственное. Но не все, наверное, проекты есть смысл продолжать, или они могут быть осуществлены в короткий период. Вам предлагают все карты, мои дорогие водолеи, правильно оценить свои силы и чему именно теперь отдать приоритеты. Причем надеяться на самого себя. Если мы говорим о контактах вот с таким человеком, примите во внимание, что идейный лидер, да, этим все сказано, лидерство, командование какое-то, да, отдача приказов, это да.
Но сказать, что вам в ответ этот человек откликается в чем-то важном, или в важных позициях, или он готов вам прийти на помощь, взаимовыручку. Нет, здесь лидер. От начала до конца. Это как начало и конец. Альфа и омега. Поэтому надеемся сами на себя. Но эта карта, она дает вам такой, знаете, мощный импульс, как Марс, да, словно подталкивает спину, что пришло время выйти из этого тупика и поставить собственные планы на первое место. Вот это вам хотят сказать высшие силы. Так к чему все идет, что будет продолжено? И знаки судьбы. Солнце, мои дорогие. Это как знак судьбы, такой очень серьезный. Все то, что я сказала, карта точно подтверждает. Значит, не упустите какое-то время. Доброе. Причем, когда вы можете сделать для себя, ну, настолько что-то замечательное, радостное, доброе, благополучное, перспективное. Перспективное, да, потому что карта Солнца – это еще дистанция, выбор правильного направления. И нам говорят, это будет продолжаться активно. Как минимум 6-8 месяцев до конца 2025 года. Но вот эти приоритеты вы расставляете именно теперь. Может быть, какой-то последний аккорд. Может быть, вы и от чего-то отказываетесь. Взамен чего-то другого, более важного. Но значит, не упустите время сделать какой-то правильный выбор. Или выбор, или выход из этого тупика. Может быть, кому-то и сказать «нет», а кому-то сказать одновременно «да». Здесь может быть, знаете, вот этот перекресток между «да» и «нет». И когда вы говорите «да», скорее всего, вы это будете продолжать. А когда вы говорите «нет», скорее всего, вы даже не будете куда-то оборачиваться. Очень добрые карты, которые вам о перспективах и о том, что сейчас благоприятное время и на будущее нужно максимально какие-то возможности, возможно, отношения. Или пусть документы, которые вы теперь именно как-то правильно, грамотно оформите, расставляя все по местам. И в последующем вас закон будет охранять. Это тоже очень важно. Мы говорили про врачей, да? Даже обращаясь к доктору, значит, вовремя обратитесь, мои дорогие водолеи, и для себя какие-то мероприятия проведете, и потом себе скажете спасибо. Может быть, вот это как раз солнце, ведь это наша радость, это наша наполненность, как и жизненными энергиями, как и силой, да, так и здоровьем, когда мы можем изменить качество жизни. Это самое главное, наверное. И вот такая дорога к солнцу для вас, как подсказка высших сил. Или к чему все идет. И значит, точно есть какой-то ваш проект смысл продолжать, потому что это буквально дорога к солнцу. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.